Рыбак с радостью шел на заледеневшее озеро, еще не догадываясь, что вместо рыбы сегодня ему придется вытаскивать из ледяного плена существо весом в полтонны, балансируя на грани жизни и смерти. Тяжелые свинцовые облака висели низко над горизонтом, предвещая скорый снегопад. Термометр показывал минус 25 градусов. Ветер пронизывал до костей, заставляя Михаэля плотнее запахивать потертую куртку. Для местных жителей такая погода не была чем-то необычным. Михаэль, проживший здесь всю жизнь, привык к суровым зимам и считал их неотъемлемой частью своего существования. Рыбалка была не просто хобби для него, а способом прокормить себя и своего старого пса Барона, который сейчас мирно дремал в теплой хижине. Старые рыбацкие снасти, передававшиеся от отца к сыну, уютно устроились в потрепанном рюкзаке. Михаэль периодически останавливался, чтобы перевести дыхание. Годы тяжелого труда и непростая жизнь давали о себе знать. Озеро, покрытое толстым слоем льда, простиралось перед ним, огромное и безмолвное. В летние месяцы сюда приезжали туристы, чтобы насладиться прекрасными видами, но зимой здесь было пустынно и тихо. Только редкие следы животных на снегу свидетельствовали о том, что жизнь не замерла окончательно. Михаэль шел привычным маршрутом, вспоминая истории, которые рассказывал ему отец. О том, как раньше это озеро кишело рыбой, как рыбаки возвращались с богатым уловом, как все вместе они собирались вечерами у костра. Теперь от тех времен остались лишь воспоминания. Молодежь покидала эти края в поисках лучшей жизни, предпочитая шумные города тишине и спокойствию природы. Но Михаэль не мог представить себя где-то еще. Эта земля, это озеро были частью его самого. Выбрав подходящее место, он расчистил снег, достал ледобур и начал сверлить лунку. Работа спорилась в его опытных руках. Он уже предвкушал, как вечером приготовит свежую рыбу и, возможно, отнесет часть улова пожилой соседке Марте, которой было трудно самой добывать пропитание. Вдруг его размышления прервал странный звук, доносящийся издалека. Сначала он подумал, что ему показалось. Ветер часто играл такие шутки в этих краях. Но звук повторился. Это было отчаянное ржание. Михаэль насторожился и медленно выпрямился, вглядываясь вдаль. То, что он увидел, заставило его сердце сжаться. Примерно в 300 метрах от берега, в проломе льда, билась темно-коричневая лошадь, пытаясь выбраться из ледяной воды. В ярком свете зимнего солнца было хорошо видно ее испуганные глаза и отчаянные движения. Не раздумывая ни секунды, Михаэль бросил снасти и побежал к полынье. По мере приближения он видел, как животное все больше слабеет. Лошадь отчаянно цеплялась передними копытами за край льда, но каждый раз, когда пыталась выбраться, лед крошился под ее весом. «Держись!» — крикнул Михаэль, словно лошадь могла его понять. Он осторожно приблизился к краю полыньи, лег на живот и пополз к животному. Лед угрожающе потрескивал под ним. Добравшись до края, он увидел, что ситуация гораздо хуже, чем казалось издали. Мощное тело лошади почти полностью находилось в воде, только голова и часть шеи оставались над поверхностью. В глазах животного читался неподдельный ужас. Михаэль заметил, что это молодая кобыла, красивая и сильная. На ее шее виднелся потрепанный ошейник с маленькой бляшкой. Она явно была чьей-то любимицей. Вокруг не было ни души, только бескрайнее озеро, безмолвный лес вдалеке, и они вдвоем, человек и животное, оказавшиеся лицом к лицу со стихией. Михаэль оглядел полынью. Лед раскололся неровно, образуя острые края, которые наверняка ранили бока лошади
при каждой попытке выбраться. В воде уже виднелись розоватые разводы крови, смешивающиеся с ледяной гладью. Михаэль понял, что вытянуть лошадь напрямую не получится. Лед не выдержит. Единственный выход – прорубить путь к берегу. К счастью, у него был небольшой топорик, который он всегда брал с собой на рыбалку. «Сейчас мы тебя вытащим», – бормотал Михаэль, начиная рубить лед, создавая узкий канал. Работа оказалась невероятно тяжелой. Толщина льда местами достигала 25 сантиметров. Пот заливал глаза, несмотря на мороз, руки немели от напряжения, но он продолжал методично наносить удар за ударом. Спустя час непрерывной работы Михаэль расчистил лишь около 50 метров. Его руки покрылись мозолями, которые начали кровоточить, но он не обращал на это внимания. В голове пульсировала лишь одна мысль – спасти эту несчастную лошадь любой ценой. Он периодически оглядывался на животное и видел, что силы покидают его. Дыхание лошади становилось все более прерывистым, глаза начинали закрываться. От ее темно-коричневой шерсти поднимался пар. Тепло тела стремительно уходило в ледяную воду. Михаэль понимал, что у них осталось совсем немного времени. Мысленно он начал вспоминать все молитвы, которые знал. Хотя Михаэль не был особенно религиозным человеком, сейчас он готов был обратиться к любым силам, которые могли бы помочь им выжить. Каждый удар топора он сопровождал шепотом: «Дай нам силы». К тому же погода стала ухудшаться. Предсказанный снегопад начинался. Сначала редкие снежинки, а затем все более густые хлопья снега стали падать с неба, ограничивая видимость и усложняя работу. Холодный ветер усилился, пронизывая насквозь промокшую одежду. Но Михаэль не мог позволить себе остановиться даже на минуту. Это означало бы смерть для них обоих. «Не смей сдаваться!» – закричал Михаэль, и словно в ответ на его призыв лошадь встрепенулась. Это придало ему новые силы. Он продолжил рубить лед, игнорируя боль в мышцах и онемевшие пальцы. Через 2 часа после начала спасательной операции Михаэль прорубил около 120 метров. Его куртка промокла насквозь от пота и воды, ноги отказывались слушаться, а руки покрылись волдырями. Но останавливаться было нельзя. Это означало верную смерть для животного. Михаэль периодически поглядывал на лошадь и видел, как постепенно гаснет жизнь в ее глазах. Она уже практически не двигалась, лишь изредка вздрагивала, чтобы держать голову над водой. «Еще немного, девочка, держись!» – шептал Михаэль, из последних сил продолжая работать топором. Его движения становились все менее точными. Топор несколько раз выскальзывал из онемевших рук. Наконец, спустя почти 3 часа изнурительного труда, он прорубил канал длиной около 200 метров, соединяющий полынью с берегом. Теперь предстояло самое сложное – заставить измученную лошадь двигаться по этому пути. Михаэль забрел в ледяную воду, рискуя сам получить переохлаждение. Он осторожно взял лошадь за гриву и начал тянуть ее к проделанному каналу. Животное, почувствовав движение, слабо сопротивлялось, но затем, словно поняв замысел человека, сделало первый шаг в направлении спасительного пути. Медленно, очень медленно они двигались по проложенному каналу. Лошадь часто спотыкалась, несколько раз она почти полностью погружалась под воду, и Михаэлю приходилось помогать ей удерживать голову на поверхности. Его собственные ноги и руки давно потеряли чувствительность, губы посинели от холода, а зубы выбивали частую дробь. Последние 50 метров были настоящим испытанием для обоих. Михаэль уже не чувствовал своего тела,
двигаясь словно на автопилоте. Лошадь тоже была на пределе. Ее движения становились все более хаотичными и слабыми. Когда до берега оставалось всего несколько метров, произошло самое страшное. Лошадь внезапно остановилась. Ее ноги подкосились, голова начала опускаться под воду. «Нет, только не сейчас!» — закричал Михаэль, понимая, что если животное потеряет сознание, спасти его будет практически невозможно. В отчаянном рывке он бросился вперед, не заботясь о собственной безопасности. Ледяная вода обожгла его тело словно кипяток. Михаэль обхватил шею животного обеими руками и из последних сил потянул к берегу, крича от напряжения и боли. Ноги судорожно искали опору на скользком дне. «Давай же, давай! Мы почти пришли!» — хрипел он, чувствуя, как собственное сознание начинает затуманиваться от холода и изнеможения. В этот момент, словно услышав его призыв, лошадь сделала еще одно усилие. Она слабо шевельнулась, пытаясь помочь человеку. Внезапно Михаэль почувствовал, что под ногами появилось твердое дно. Они достигли мелководья. Здесь лошадь смогла нащупать опору и, шатаясь, сделала несколько неуверенных шагов вперед. Каждое движение давалось ей с огромным трудом, но инстинкт самосохранения гнал ее к спасительному берегу. Наконец, они оказались на берегу. Изможденная лошадь рухнула на снег, тяжело дыша. Михаэль опустился рядом, не в силах даже поднять руку. Оба получили сильнейшее переохлаждение и находились в критическом состоянии. Михаэль не помнил, сколько времени они так пролежали. Он начал терять сознание, когда услышал голоса и увидел бегущих к ним людей. Кто-то из местных жителей заметил происходящее и вызвал помощь. Спасатели быстро укутали лошадь в теплое одеяло и оказали ей первую помощь. Ветеринар, прибывший на место, немедленно поставил животному капельницу и сделал несколько инъекций для борьбы с переохлаждением. Самого Михаэля также доставили в больницу с диагнозом «сильное переохлаждение». В больнице Михаэль провел больше недели. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение, обморожение конечностей второй степени и полное истощение организма. «Вы были буквально в нескольких минутах от смерти», — сказал ему главный врач. «Я не понимаю, как вам удалось так долго продержаться в таких условиях. Честно говоря, это настоящее чудо». На третий день его пребывания в больнице к нему пришел незнакомец, высокий мужчина с обветренным лицом и натруженными руками. Это был Йохан Мюллер, фермер из соседней деревни и хозяин спасенной лошади. «Меня зовут Йохан», — сказал он, присаживаясь у постели Михаэля. «Я пришел поблагодарить вас за спасение Беллы. Это моя лошадь. Точнее, лошадь моей дочери Анны». Йохан рассказал, что Белла сбежала 3 дня назад, когда на ферму забрели волки. Испуганное животное проломило ограждение и убежало в неизвестном направлении. Они с дочерью искали ее повсюду, но и представить себе не могли, что лошадь отважится пересечь озеро. «Анна плакала день и ночь», — продолжал Йохан. «Белла для нее не просто лошадь, а настоящий друг. Они вместе с тех пор, как Анна была совсем маленькой. Я не знаю, как отблагодарить вас. Вы спасли не только животное. Вы вернули радость в глаза моей дочери». Михаэль смущенно отмахнулся. «Любой поступил бы так же». «Нет», — твердо возразил Йохан. «Далеко не любой рискнул бы своей жизнью ради чужой лошади. Вы прорубили 200 метров льда в одиночку. Даже не верится, что такое возможно». Позже, когда Михаэль пошел на поправку, в его палату пришла маленькая девочка лет 10 вместе с отцом. Это была Анна.
дочь Йохана. Она принесла самодельную открытку с нарисованной лошадью и надписью «Самому храброму человеку в мире. Спасибо, что спасли Беллу». Девочка рассказала, что Белла тоже выздоравливает. Ветеринар сказал, что последствия переохлаждения серьезные, но благодаря своевременной помощи лошадь полностью поправится. Она уже может стоять и даже немного ходит, с гордостью сообщила Анна. А еще она съела целое яблоко с моей руки. Когда Михаэль наконец вышел из больницы, его ждал сюрприз. Жители окрестных деревень собрали деньги, чтобы отремонтировать его старую хижину и купить новые рыболовные снасти взамен тех, что он оставил на льду в тот день. А Йохан предложил ему работу на своей ферме, подчеркнув, что человек с таким золотым сердцем всегда найдет у него поддержку. История о рыбаке, спасшем лошадь, быстро разлетелась по окрестным деревням и стала местной легендой. Школьный учитель даже включил ее в сборник рассказов о местных героях, чтобы следующие поколения детей учились бескорыстию и смелости на примере простого рыбака. В первый теплый весенний день, когда лед на озере начал таять, Михаэль увидел у своего порога необычных гостей. Это были Йохан, Анна и Белла. Полностью выздоровевшая лошадь выглядела великолепно. Ее темно-коричневая шерсть блестела на солнце, а в глазах больше не было страха, только спокойствие и какая-то особенная мудрость. «Белла настояла на том, чтобы навестить вас», – пошутил Йохан. «А если серьезно, мы хотели, чтобы вы увидели результат своего подвига». Анна подвела лошадь ближе к Михаэлю. Удивительно, но Белла, словно узнав своего спасителя, осторожно потянулась к нему мордой и легонько ткнулась в плечо. «Она помнит», – прошептала Анна. «Она все помнит и говорит спасибо». Для Михаэля этот момент стал самой драгоценной наградой. Не медали или деньги, а искренняя благодарность этих трех существ – человека, ребенка и животного – заставила его понять, что тот страшный день на замерзшем озере был не испытанием, а подарком судьбы. Подарком, который помог ему осознать, на что способен человек, когда на кону стоит жизнь другого существа.